Я приветствую вас, мои дорогие любимые подписчики, мои дорогие друзья и все те, кто случайно, быть может, заглянул на канал Таро Инспирационе. Таро расклад, что произойдет неожиданно в ближайшее время. И это видео, продолжение серии видео «Выход из лабиринта». Я хочу вас искренне поблагодарить за ваши добрые комментарии, за искренность вашу и душевное тепло. Я искренне надеюсь, что мои видео вам чем-то будут полезны. И у нас сегодня колода, это у нас колода Ленорман, которую порисовал Чиро Маркетти. Мне очень нравится этот автор и все его карты Таро, Ленорман. Вот давайте мы с вами узнаем. И первые карты, которые мы с вами достанем, будут обрисовывать или рассказывать о ситуации, которая в вашей жизни происходит сейчас или произошла недавно. В конечном итоге мы можем это характеризовать как сигнификацию, и вы можете сориентироваться, насколько это видео или та ситуация, которую нам раскроют карты, откликается в вашей душе. Соответствует или стоит ли смотреть дальше или нет. Итак, давайте будем узнавать, кто вы, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. Ну, вы точно оптимистичная такая натура, потому что выпадает карта звезды. Это ваше желание, это ваше намерение. И, может быть, пока нам карты не говорят, ведь это только первая карта, нам не говорят, какой путь вам пришлось пройти. Но раз вы смотрите это видео, значит, не все так гладко, и значит, не все складывается, ну, по вашему желанию. Скорее всего, есть какие-то преграды, может быть, вы столкнулись с предательством, но вы идете вперед. Это вот та мечта, или как вера в собственные силы, безусловно. Вы хотите изменить, может быть, свою жизнь, к этому прикладываете какие-то усилия. Для кого-то из вас аркан звезды будет говорить о возможном переезде. И я допускаю, что у кого-то это переезд вынужденный, потому что вы не можете раскрыть свои таланты в той местности, где вы сейчас находитесь. Или обстоятельства вашей жизни вас, ну, где-то подталкивают совершить переезд. Или, мои дорогие, вы хотите изучать культуру разных стран, вы хотите увидеть мир, посмотреть, как люди живут. Такое тоже допускаю, но все же по этому аркану у нас чаще проходит это наши намерения и цели, планы. То есть это та звезда, как путеводная звезда, которая движет вами. Ну, действительно, не все так гладко, потому что выпадает аркан гора, и это некоторые препятствия. Может быть, то, что вы хотите осуществить, вы пока не видите, как вам действовать, и поэтому тоже смотрите видео. Давайте раскроем более полно. У кого-то вопросы переезда, дом или вашего места пребывания. Вполне вероятно, что вы сейчас находитесь где-то вдали от дома, того места, где вы были какое-то время до этого. И вам нужно просчитать, где вы будете находиться, или вы буквально ищете жилье. Может быть, это какая-то ситуация вас подтолкнула смотреть видео внутрисемейное. Или не все гладко, опять же, в семье. Может быть и так, есть какие-то препятствия. Для кого-то из вас, может быть, это когда взрослые дети хотят уехать от родителей, но обрести уже самостоятельность. Или наоборот, для родителей даже, да, может быть, и вот вы смотрите, что же дальше, что произойдет, какие у меня есть возможности в ближайшее время. Ну, может быть, и для родителей, когда вы бы тоже где-то хотели, чтобы ваши дети, ну, тут у каждого по-своему, либо приехали к вам, либо наоборот, может быть, начали жить самостоятельно. И я такое допускаю. Словно дали вам больше возможностей, потому что вы сейчас не чувствуете себя ресурсными. Вам хочется покоя. Вот, кстати, вам могла надоесть вот эта гора или какие-то препятствия, какие-то сложности. И такое тоже могу допустить. Но давайте посмотрим, что еще. Вопросы жилья, это точно они присутствуют. Посмотрите, еще есть и леса. Иногда, пусть и не всегда, но тем не менее. Карта «Дом» – это наше благополучие. Благополучие мы можем сюда присоединить и решение некоторых, может быть, и денежных вопросов внутрисемейных. Когда вы вынуждены, может быть, участвовать в жизни своих близких, в жизни ваших детей,
Но вот посмотрите, у вас две карты не самые позитивные, будем говорить, как гора, так и леса. И леса – это всегда обман. Или когда вас манипулируют кто-то вами, пытаются использовать, как мы говорим. Ну, понятно, что мы от этого тоже хотим уйти. Но, может быть, пока не видите выхода. Здесь могла быть связана ситуация еще и с личной жизнью, когда вас предал очень близкий человек. И если меня смотрят женщины, может быть, это был мужчина. Может быть, это была какая-то ситуация по отношениям, которые длились достаточно долго, кстати. И для кого-то из вас проиграется, что ничто не предвещало. Может быть, и были какие-то горы, да, или какие-то препятствия. Но за последний период были и надежды, что что-то обустроится. Но вот теперь мы можем уже более такую канву проясненную с вами трактовать, чтобы вы могли определиться, стоит ли дальше смотреть видео, с учетом карты леса. И с учетом, гроб называется, да, в банальной колоде Ленорман. Но здесь у нас не гроб, здесь у нас показан саркофаг и одновременно Анубис. Анубис – это тот бог, который сопровождает усопших или защищает усопших. Какая-то прошлая ситуация, и у каждого здесь она своя, она осталась позади. Может быть, это было связано не обязательно у кого-то с предательством, правда, или с каким-то крупным обманом, когда вы перестали доверять даже вашим близким или близкому человеку, или той истории, которая длилась какое-то количество времени. Вот здесь отнюдь не то, что произошло вчера. Явно нам рассказывают какую-то или цепочку событий, или жизненную историю, которая тянулась какое-то время. То есть у кого-то это может быть год, 2, 5, а у кого-то и больше, может быть и десятилетия. Глубокое какое-то разочарование. И вы теперь пытаетесь отстроить или хотя бы прочувствовать, в каком направлении двигаться. Потому что так, как было прежде, уже быть не может. И вы сейчас по этой горе. Действительно, у кого-то нужно разъехаться. Может быть, я говорила про детей, взрослых или взрослых родителей, а у кого-то может быть и ситуация такова, что вам нужно разъехаться с бывшим супругом или супругой. Или пусть вы даже находитесь теперь на расстоянии, вы теперь не вместе, но значит еще остались какие-то все равно чувства, раз вы смотрите видео, или робкие надежды, что что-то может измениться. Я не могу сказать, что тут вы с чем-то, знаете, ну вот как перечеркнули прежний жизненный этап и сказали, нет, все, сюда я больше не пойду. Вы где-то допускаете возврат, вот правда, если быть откровенному. Но этот возврат, он может быть только лишь с той позиции, когда другой человек, который был причиной обмана, ваших разочарований, он кардинально должен измениться. Произойдет это или нет, мы сейчас с вами узнаем. Но по этой карте саркофаг, и если мы говорим Анубис, то это болезненные перемены. Вчера Маркетти даже написал болезненные перемены для твоего тела. Вот есть такое значение, когда я могу допустить, что кто-то меня смотрит. У нас сейчас идут военные действия. Я вижу по вашим комментариям, что действительно есть люди, наверное, с одной и с другой стороны враждующие, да, воюющие, когда возвращаются люди инвалидами. И это правда, надо еще как-то свою жизнь обустроить. Она не пойдет уже в прежнем ключе. Здесь нужно начать что-то заново. Может быть, тоже некоторый период переосмысления, причем сложный, как я буду сейчас жить. И здесь может быть проигрываться, как депрессия, потери. У кого-то, кстати, может проиграться банкротство. Вот я говорила, дом. Иногда это все то, что касается нашего благополучия, и значит и денег. Может быть, вы потеряли дом. Вот я допускаю, что на мое видео это могли прийти люди совершенно разные, которые прошли какой-то очень сложный путь. И, может быть, за этот период изменились ваши взгляды, изменилось вообще ваше мировоззрение, и ваши какие-то идеалы, они могли рухнуть. Какой-то финал.
завершение той или иной ситуации. И у кого-то это будет касаться напрямую ваших отношений. Мы говорили, что вы допускаете, допустим, возврат конкретного человека, даже, может быть, после предательства или после каких-то некрасивых, неблаговидных поступков со стороны этого человека. Но человек, мы сказали, должен измениться. То есть вот его какие-то прежние взгляды, устои, они должны поменяться. Я не знаю, насколько это возможно, но посмотрим. Иногда ведь и жизнь учит и наших оппонентов тоже, потому что они поступили некрасиво. Мы говорим, обратка прилетает. Увы, часто мы не задумываемся, когда кого-то обижаем или как-то некрасиво поступаем. И ведь правда, в наш адрес вот потом что-то подобное, как возмездие, мы с этим сталкиваемся. По крайней мере, какие-то уроки нам жизнь тоже преподает. И здесь, знаете, конечный итог какой-то. Он уже вами сделан. Но я так вижу, что и, возможно, если это касается отношений, то этот итог должен подвести и другой человек. Но в любом случае, эта карта будет означать завершение того, к чему мы уже привыкли. Ну, как-то сложноватым, наверное, будет наш расклад, это точно. И я тут вижу, знаете, действительно, у кого-то проиграется как изменение ваших идеалов. Или то, что вам считали вы абсолютно правильным. Или, может быть, поскольку кольцо – это всегда люди. Это какая-то прочная связь. И правда, у кого-то проигрывается через отношения, когда вы не сомневались в этом человеке. Вы были уверены, что он вам придет на взаимопомощь или откликается вот на ваши душевные переживания, может вам сочувствовать, сострадать. А тут, скорее всего, даже этого не произошло. А для кого-то из вас мало того, что внешняя ситуация какая-то сложная, так еще и близкие, они в самый сложный момент развернулись и ушли. И, скорее всего, вы понимаете, что есть вы сами, есть какие-то препятствия, которые вам нужно преодолеть. И вот по аркану звезда есть тот путь, как путеводная звезда, который вы еще готовы пройти. Может быть, даже я могу предположить, что вы чувствуете упадок какой-то сил, не просто вот эта депрессия, а и физически, как какое-то истощение. Но, с другой стороны, очень рационально теперь понимаете, что оставшиеся силы нужно правильно как-то использовать. Давайте мы посмотрим, что же произойдет неожиданного в ближайшее время. Если вам подходит этот расклад, давайте будем смотреть дальше. Как будут развиваться события, что неожиданно произойдет для вас. Может быть, вы и надеетесь на Его Величество случай. Может быть, вы кто-то молится для того, чтобы у вас как раз что-то получилось. И вот смотрите, аркан мыши. Тут действительно, знаете, я должна это сказать, мои дорогие, здесь может вам вернуться человек. Но это будет для вас как новое испытание. Потому что я не могу сказать, что по этой карте человек меняется. Он меняет словно повадки, походки, да, действует как-то по-другому, действует более скрыто. Это всегда, по-моему, когда мыши, крысы выпадают, это скрыто, это неявно, это ждет момента, чтобы вот улучил и что-то так вот свое там замутил или сделал. Поэтому, если мы говорим о мечте, здесь нужно выбрать не просто даже правильные ориентиры. Мои дорогие, для вас будет, для того, чтобы вы что-то сумели осуществить, для вас будет важно окружение. Потому что, как и человек может вернуться, но где-то потом все равно соскользнет на свой лад, кто к чему он привык. Или, пусть это будут новые знакомые, мы говорим житейский опыт, который нам преподносит иногда судьба, значит, вы его тоже не должны повторить. И мы не замыкаемся от мира. Нет, для вас это будет очень важно. Но, может быть, это как, знаете, урок судьбы или как знак судьбы, мои дорогие. Вы должны, вот кто смотрит мое видео, вы должны изменить действительно свои идеалы. Вы не можете быть доверчивым. Для вас причина ваших проблем в вашей доверчивости. Может быть, даже в вашей искренности. И те люди, которые как бабочки, мотыльки на свет летят,
какими-то не самыми позитивными намерениями, действительно, либо вас пытаются где-то подстроить под свое благополучие, иными словами, использовать вот этот опыт в ближайшее время. Что произойдет? Мы спросили. Вы можете еще столкнуться с подобными людьми, персонажами, или вернется в свои, вот тот человек, например, но он все равно на своей волне. Хорошо. Что же произойдет неожиданно в ближайшее время? Карта Солнца. Оставайтесь верны самим себе. И тогда, скорее всего, я еще могу добавить, что последующие полгода – это карта выбора правильного направления. Вы будете очень активно, с одной стороны, возможно, преодолевать. То есть не будет все гладко или не будет все само по себе. Но вас, наверное, высшие силы наделят добрым здоровьем. И я вот говорила, у кого-то из вас сейчас очень сложное именно физиологическое состояние, когда вам нужно или выйти из депрессии, или даже если вы сейчас находитесь в том состоянии послевоенных действий, когда вам нужно, ну, совершенно по-другому отстроить свое качество жизни. Поэтому не падайте духом. Здесь будут какие-то возможности. Может быть, у кого-то провести протезирование. Я смело об этом говорю. Но обращайтесь в какие-то инстанции. По солнцу вам откликнутся. Не сидите сложа руки, не ждите, что к вам кто-то откликается, да, или вам просто пообещали. Нет, здесь придется людей теребить, но у вас все получится. Пусть я немного отхожу от темы, но почему я вот этот очень сложный, такой болезненный вопрос именно сказала, затронула про протезирование, потому что я понимаю, что те люди, которые возвращаются с войны, им нужно влиться в социум, им еще нужно понимать, что же делать, каким образом. И не всегда, если война продолжается или сложная ситуация в государстве, да, может быть и рады помочь, но, понимаете, от вашей активности тут опять нужно за себя биться где-то. И это другой фронт, мои дорогие. И вам нужно будет обучиться, как же действовать на этом фронте. Но у вас все получится. И поверьте, у нас сейчас достаточно методов самых разных. И значит, вы сумеете при вашей настойчивости отстроить совершенно новое качество жизни. Я опущу эту тему, потому что я надеюсь, тем, кому она интересна, меня услышали. Ну и все остальные, мои дорогие, мы говорим про депрессию, про какие-то сложные психологические состояния. Да, для вас такой своеобразный вызов судьбы, но вы можете это преодолеть. По сути, посмотрите, да, мыши есть. Это нужно не замечтаться. Или не думать все люди, братья, но, увы, я не хотелось бы мне эти фразы говорить на видео, но карты не оставляют другого варианта. Видимо, придется называть вещи своими именами, поэтому и мой расклад даже с самого начала не самый простой, я это понимаю. Ну, как, наверное, когда мы отстраиваем нашего благополучия, тут тоже не бывает все просто. Помните, что ваше солнце и ближайшие полгода – это 6-8 месяцев по этому аркану. Это вот буквально не делать ничего на автоматизме, не ждать, вот, наверное, его величество случай, когда о вас кто-то вспомнит. Нет, ваша настойчивость. Хорошо, но возможности, они у вас есть. Что же произойдет неожиданно в вашей жизни? Карта любви. Вы знаете, тем не менее, карта любви, карта искренних отношений. Может быть, это будет друг. Пусть это будет подруга у кого-то. Вы можете встретить человека, или он уже у вас есть, которому вы можете доверять. Я все же вижу, что вы не совсем вот в полном одиночестве. Пусть это у кого-то родственники, близкие, или, как я сказала, друг, дружеские контакты. Удерживайте их. Знаете, наверное, ваша задача, кто смотрит мои видео, да, окружение. Есть и мыши, крысы, да, которые ждут момента, чтобы где-то навредить. Но все-таки я вижу, или для вас, как судьба вам может подарить очень доброе знакомство, или искреннего человека, который откликается на ваше душевное тепло. Именно на ваше душевное тепло, не на ваши проблемы. Согласитесь, у каждого из нас миллион проблем. И не произойдет такая ситуация, когда кто-то вдруг появится
для того, чтобы решить наши проблемы. Ну нет, будем реалистами. Но если мы сами понимаем, отчетливо оцениваем свои позиции, и с другой стороны, мы в каком бы состоянии ни находились, какой-то взаимообмен мы все-таки готовы продолжать с людьми или откликаться вот этим душевным теплом. И значит, и в ваш адрес вы найдете такого человека. А для кого-то новая история любви. И неважно, как вы это оцениваете, или в какое физическое состояние вы сейчас находитесь, да, и вы можете думать, это препятствие, у кого-то это гора, именно, ну, как камень преткновения. Я не могу найти партнера, а я вам могу сказать, можете. Но вам выпадает аркан сад, и в этом сочетании сердце и парк, или сад, то, что мы обычно называем, это как раз может быть новое знакомство. Я допускаю, что по аркану парк, тем не менее, в колоде Чиро Маркетти это еще могут быть какие-то структуры или учреждения. Это может быть и, кстати, интернет-знакомство для кого-то, но это вы можете отправляться в какие-то организации для того, чтобы решить тот или иной свой вопрос. Эта карта еще, поскольку сад, где люди встречаются, это публичности для кого-то из вас. Быть публичным человеком. И во времена мадемуазель Ленорман сад это было то место, где знакомились как раз. И я так вижу для всех из вас, мои дорогие, даже если в каком бы вы сейчас состоянии души не находились, или в каком бы состоянии здоровья вы не находились, для вас очень важно партнерские отношения, душевное вот это тепло или общение. Поэтому, может быть, даже кто-то меня смотрит, потому что прежняя история просто закончилась. И тем не менее вы понимаете, что одиночество мне бы не хотелось продолжать. Каким образом познакомиться? И тогда, может быть, я, хотя не могу сказать однозначно точно, насколько безопасно интернет-знакомство, и вам выпадает мыши, не замечтаться точно, но тем не менее интернет-знакомство нам может помогать, если мы хотим куда-то поехать или мы хотим расширить наши возможности в плане работы, хотим работать из любой точки мира, или мы хотим узнать больше о культуре людей, которые проживают где-то в другой местности, или вам вообще хотелось бы больше путешествовать, я такое могу допустить, но тем не менее, какие-то контакты, может быть, даже с людьми, которые проживают не совсем в той местности, где вы находитесь. Потому что это сочетание, оно как бы предусматривает даже те знакомства, которые на расстоянии. Или отношения на расстоянии. Я такое тоже могу предположить. Ну, поэтому, с одной стороны, мы допускаем, что где-то нам может судьба и приготовить проверку на прочность, работу над ошибками, поэтому не замечтаться будет важно. Но это не значит, что даже если мы потерпели в чем-то фиаско, мы теперь должны, обжегшись на молоке, дуть без конца на воду. Мы должны просто очень осмотрительно заводить новые контакты, дружеские связи, но при этом не дать себя облапошить. Вот как-то так. И это то, что неожиданно. Поэтому кто знает, что это для вас новое знакомство, солнце или мыши? Вот, наверное, вспоминайте, если новый человек входит в вашу жизнь. Может быть, вы можете познакомиться, даже идя решать какие-то вопросы. Или, когда вы поставите перед собой цель, может быть, монетизировать свое творчество или стать публичным человеком. Или вы общаетесь в соцсетях. Поэтому это во благо, но при должном уровне осмотрительности. Поэтому какое-то знакомство вам уже карты говорят. Смотрите, что произойдет в ближайшее время. Корабль. С одной стороны, безусловно, много информации к вам будет приходить, которую вам придется фильтровать. Более того, отчасти это где-то исполняются наши мечты. Но это в первую очередь аркан перемен. Поэтому перемены у вас на пороге. И если мы говорили, вот этот саркофаг, или то, что уже не будет как прежде, и вам буквально, как неожиданные перемены, приходят на ваш порог, и это какие-то возможности. Через контакты вот я больше вижу. И все, что касается новых горизонтов, путешествий, переездов, для вас как словно по судьбе и общения. Путь наверх, мои дорогие.
Давайте мы достанем еще одну карту. Как неожиданные события. Вот посмотрите, да, действительно, друг. Я также могу предположить, что тот человек, который был в прошлом, или с которым связаны сложные эмоции, он будет пытаться вернуться в вашу жизнь. На пороге каких событий вы стоите? Давайте узнаем. Вы сами можете и где-то задумать путешествие. Или, кстати, я могу предположить, что та встреча или какое-то знакомство, или вы хотите решить какую-то задачу, у вас могут сложиться контакты с человеком, которые, по крайней мере, на первом этапе будут протекать как дружба. Замечтаться нельзя, помним. Но, тем не менее, вот эти контакты для вас открывают тоже новые горизонты. На пороге каких событий, каких перемен вы стоите. Но опять же, замечтаться нельзя. Вот сложный расклад. И змея – это та, которая притаилась. И поэтому, вы знаете, вы действительно очень доверчивы. Вот кто смотрит мой расклад. Вы с какими-то идеалами своими, а реальность она словно другая. И, может быть, для кого-то из вас уже есть список ваших проб и ошибок. Вот не повторяйте прежние ошибки. Вы стремитесь к этим самым идеалам или к прочному союзу, к надежной дружбе. Но вот посмотрите, вот этот идеал, он не должен вам, как, знаете, розовые очки одевать, потому что на вашем пути все-таки будут еще буквально встречаться как и мыши, так змея. И в колоде Чаромаркете все-таки змея – это конкретно змея. Это, как я сказала, кто-то притаился, и он имеет свой хитрый, коварный план. Не можете вы замечтаться. Так, на пороге каких событий вы стоите? Значит, отделить зерна от плевел для вас по-прежнему будет оставаться, ну, как основная задача. Давайте нам покажут, что же дальше, что будет следовать, на пороге каких перемен вы стоите. По аркану Солнца эта карта как всадник или вестник нам буквально приносит какой-то, может быть, документ или возможность оформить какой-либо документ. Возможно, вы поедете куда-то, отправитесь, но это может быть еще конкретная возможность, приглашение. И здесь, знаете, отправляться куда-то нужно или контактировать нужно, но при этом нельзя, опять же, замечтаться. Почему? Я объясню. Чаромаркете прорисовал всадника как вот прекрасная дева, которая верхом на карусельной лошадке. Имеется в виду карусель, как какая-то сказка или какое-то повторение. Эта карта, можно ее охарактеризовать как колесо фортуны. У вас действительно фортуна вам играет на руку. И вы должны из этой фортуны, она как будто неоднозначная, мои дорогие. Есть позитивное зерно, есть то, что вам, ну, как возможность, вы должны это принять. Но и вместе с тем будут на вашем пути вот такие, может быть, как и змеи, так и крысы. Замечтаться ни в коем случае нельзя. Но вот этот шанс, он не будет однозначный. Или тогда, когда вы словно можете расслабиться. Нет. Будьте реалистами. На пороге каких перемен вы стоите. И если меня смотрят девочки, женщины, тут действительно какой-то мужчина. Это может быть и новое знакомство. Или я говорила, пошли решать вопросы и как раз познакомились с этим человеком совершенно случайно. Может быть, это и помощь какого-то человека. Я допускаю. Но кто-то ваш адрес, как и комплименты, как и какие-то, ну, может быть, и обещания. Я такое тоже могу допустить. Давайте посмотрим, что же еще на пороге каких событий вы стоите. Ух ты! Вот кто бы не смотрел мой расклад, и, мои дорогие, я долго обрисовывала по сигнификации или того, что происходит в вашей жизни сейчас. У кого-то недуги и физиологические, физические, будем говорить, а у кого-то и глубокое разочарование в жизни. А тут у вас пара выпадает, посмотрите. И предыдущая карта – это как раз по всаднику, который спешит в вашу жизнь. Это не просто перемены какие-то с дружбой, а это еще и само по себе знакомство, какие-то контакты. Это история
пары, мужчины и женщины, история любви вполне вероятно, но которая вас, тем не менее, может чем-то вдохновить, мои дорогие. Но в ней нельзя замечтаться, опять же я говорю. Почему? Потому что мы еще пока не знаем, как это будет продолжено. Может быть, иногда по карте змея страсть, страстные отношения. Но, знаете, позвольте себе вдохновение, позвольте себе какую-то мечту. И вместе с тем не выпадайте из реальности. Потому что найти, может быть, по-настоящему спутника жизни вопрос очень сложный. Но это не значит, что мы должны отказываться от каких-то контактов. Мы не должны уходить в отшельника. Мы не должны себя ограничивать во всех возможностях, наверное, и прелестях нашей жизни. Позвольте себе вот какие-то отношения. И кто смотрит мой расклад? Для кого проигралась сигнификация, мои дорогие? Да точно. Тут я даже вижу более того. Тут, как и какой-то прежний человек может с каким-то переосмыслением вернуться в вашу жизнь, так и держи глаза открытыми, потому что еще какое-то новое знакомство вполне вероятно. Давайте посмотрим, на пороге каких событий вы стоите. Ух, мои дорогие, вы знаете, очень позитивная карта. И, кстати, девятка. Девятка – это у нас перемены по нумерологии между прошлым и будущим. Но вполне вероятно, что когда состоится вот это знакомство, а как будто оно вполне может состояться в ближайшее время, ну, не буквально завтра, да, но в ближайшее время, может и месяц, два, три, все же это не годы. И тем не менее, по вот этому букету это какие-то приятные контакты, это какие-то приятные возможности, объяснения в любви, или для вас это будет еще означать исполнение вашей мечты, добрые события, которые согревают ваше сердце. Давайте с вами уточним, на пороге каких событий вы стоите, что же это у вас будет, что произойдет неожиданно, возможно, к чему это все идет, вот этот букет, смотрите. И очень добрый аркан клевера. Это карта благополучия, поэтому я могу предположить, что какие-то отношения у вас будут продолжаться. Либо вы не верите, может быть и страстные отношения. Но все же, мои дорогие, помним, что ваша основная, может быть, или ошибка, или как урок судьбы, знак судьбы, это не быть чересчур наивным и доверчивым, или пересмотреть свои идеалы. Вот я вижу, через весь расклад красной нитью нам проходит именно вот эта задача. Давайте мы с вами узнаем выход из лабиринта, к чему же все идет. Что нам дальше расскажут карты. К чему все идет. И мы видим, что уже какие-то отношения. К чему все идет. Вот эта змея. Тем не менее, какой-то человек, позвольте, может быть, человеку раскрыться с хорошей стороны. Вам приходилось не раз ошибаться. Может быть и так. И вот эта дорога к уверенности, к стабильности, она проходила через ваши ошибки или через контакты с теми людьми, которые нас научили держать глаза открытыми, но и не быть доверчивыми и наивными. Сложный какой-то путь, к чему все идет. И дальше придется что-то изучать буквально, может быть осмотрительному, оставаться вот в этих энергиях, о которых мы говорили. И по книге это как тайные знания. Это и вы можете приобретать какие-то знания, но это может быть еще и тайна о каком-то человеке. Может быть, отчасти нам говорят, не особо замечтайся, кстати, да, о знакомстве. Может быть, вы узнаете что-то о конкретном человеке. Давайте узнаем, к чему же все идет. Вы действительно можете узнать какую-то тайну о конкретном человеке или о новом знакомом. К примеру, это может быть им пройденная какая-то сложная история, или для кого-то из вас это будет означать, что вам придется, кстати, я такое тоже могу допустить, вам придется банально изучать языки, потому что вы собираетесь куда-то переехать, или будет такая возможность. Для кого-то из вас я допускаю, но отнюдь не для всех, помним, не замечтаться, и даже интернет-знакомство может быть продолжено, когда вы не просто общаетесь онлайн, и еще и можете встретиться даже, или будете где-то продумывать, потому что у вас аист выпадает, и еще
в самом начале дом, у кого-то будет смена места жительства. И вполне вероятно, вот мы говорили в самом начале, вы хотите куда-то переехать, и у вас это вполне осуществится. Но для вас это тоже некоторая перестройка. Это то по аркану книга, к чему вы не готовы, мои дорогие. Поэтому будьте готовы к тому, что или буквально придется что-то изучать, или вы можете столкнуться, да, вот как тайна какая-то, когда вы попадаете в общество, где господствует другой менталитет. Но в этой колоде у нас два аиста, поэтому у кого-то изменения в личной жизни, перемены сами по себе, или перемены, которые будут касаться, я такое допускаю, и по работе тоже. Если вы хотите работать из любой точки мира, здесь тоже что-то нужно будет доизучить, но значит у вас это получится. И вот может быть, чтобы преодолеть вот эту гору. А кстати, когда выпадает аркан, книга и солнце в этой колоде, нам нужно рассматривать те карты, которые рядом. И вот мы смотрим, да, гора. Ну, понятно, что вот эти препятствия где-то мы создаем сами своей, как я говорила, доверчивостью. Мы сами себе, ну, креативим каких-то проблем, потому что мы вовремя что-то не учли. И вам придется быть внимательному и активному одновременно, я сказала, по дату, наверное, конца окончания 2025 года. И, может быть, будет много поездок, переездов, но еще и изучение. Это ваша перестройка какая-то, ваша трансформация, мои дорогие. Здесь ни разу нет той ситуации, когда вот я сижу и жду. Поэтому будьте готовы как и к изучению чего-то нового. Но и люди для вас могут открываться с несколько неожиданной стороны. Вот к этому тоже будьте готовы. Не стройте себе каких-то табов. К чему же все идет? Должна сказать, когда в этой колоде выпадает и Солнце, и одновременно Луна, это как два светила друг друга дополняют. И те карты, которые в плоскости находятся, да, вот мы возьмем, у нас, посмотрите, 9 карт получилось, и как раз девятка, мы с вами говорили, это по нумерологии пороговое значение перемен. Вот ваши действительно перемены, они у вас сопряжены с тем, что, смотрим, какие-то знакомства, новые контакты, конкретно мужчина-женщина, поверьте, очень редко выпадают, когда две карты вместе еще ложатся. И перемещение, желание контактов, какие-то новые возможности, может быть и путешествия, но есть то, что вам нужно изучить. Не будет все гладко, мы смотрим, да, но это для вас открывает возможности быть счастливым. Слушайте свою интуицию, себя перестроить на новый лад, трансформировать себя, мои дорогие. Или вам придется адаптироваться к какому-то новому месту. Или потому что ваши отношения в каком-то новом формате. Тут работа над собой, я ее вижу. И работа, как и не замечтаться, так и не упустить какую-то возможность. Пусть та возможность не когда у вас, знаете, все предопределено на 100%, и я могу расслабиться. Да нет, вы не можете расслабиться, но вам судьба именно такой шанс дает. Давайте узнаем, к чему же все идет. Ну, у кого-то, может быть, сообразно возрасту, кто знает, и вашим намерениям, у кого-то это создание семьи, рождение детей. Но для кого-то из вас это новизна. Это когда новый проект или какие-то новые возможности. Также наряду и с обновлениями отношений, эта карта говорит, ты не будь наивный и доверчивый, как ребенок. И очень интересно, что, я надеюсь, это видно, хотя нет, вижу, что нет. Чаромаркетти специально прописал даже в этой открытой книге, как бы она начинается со слов «однажды». Понимаете, однажды. Поэтому не замечтаться. Вот здесь больше я вижу этот аркан, что мы продолжаем мечтать. И мечты это здорово, но нужно возвращаться в реальность. Мы не должны быть наивны, как дети. Опять же, с чего мы ушли и к этому возвращаемся. Может быть, и хочется расслабиться, но тем не менее, к чему идет. Вот смотрите, для вас ваша как задача, это аркан лилии, это с одной стороны, это искренность. Это аркан того, как новые возможности. Для кого-то из вас мы можем расценивать как подсказку, если отношения, они должны быть переведены в какой-то формат совершенно новый. И тогда в данном случае ребенок новый, да, обновление. И оформление ваших отношений буквально юридически или составление каких-то важных согласований. Символично, что в нижнем ряду у нас
Начало соответствует аркану якорь, а финал у нас именно лилии. Это и надежность, и искренность, и уверенность. Может быть, новая концепция счастья, которая будет построена на том, что и вам придется к чему-то адаптироваться. Это где-то вас трансформирует. Для тех, кому это актуально, может подарить рождение ребенка, а для кого это не актуально, это, знаете, как свежее дыхание весны. Несмотря на все те сложности и преграды, которые есть сейчас в вашей жизни, вы должны быть, мои дорогие, счастливыми. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.